Существуют некоторые даты, которые можно считать важными вехами на дороге космического времени, и 18 июля 2023 года – это одна из них. Это время, когда кармические лунные узлы Раху и Кету меняют знаки и входят в Овна и знак Весов соответственно на следующие 18 месяцев. Всем здравствуйте, дорогие мои подписчики! Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Ну а я приветствую вас на канале Magic Life. Я Ольга Скляр, и на канале я делюсь бесценной информацией, техниками и практиками, которые делают вашу жизнь лучше и помогают вашим желаниям исполняться быстрее. Прежде чем мы начнем, напомню, что видео о ретроградном Сатурне, о ретроградной Венере уже есть на канале. Обязательно смотрите и, пожалуйста, поставьте лайк авансом, мы начинаем. Понятия Раху и Кету ведут свое происхождение из индийской ведической астрологии. Раху и Кету не являются физическими небесными телами, а представляют собой точки пересечения орбиты Луны и эклиптики Земли. Они считаются силами, влияющими на судьбу и связанными с кармическими узлами и процессами в наших жизнях. Раху или восходящий лунный узел связан с амбициями, стремлениями и привязанностями. Когда Раху переходит в Овна, он призывает нас к активности, инициативе и новым начинаниям. Для тех, у кого Солнце, Луна или восходящий знак находятся в Овне, следующие 18 месяцев могут быть временем значительного роста и преобразования, особенно в области карьеры и общественного положения. Кету или нисходящий лунный узел связан с прошлым, отпусканием и духовным ростом. Перемещаясь в весы, Кету призывает нас к балансу, гармонию и разрешению прошлых конфликтов. Для тех, у кого Солнце, Луна или восходящий знак в весах, следующие 18 месяцев могут стать временем очень глубокого духовного развития и переосмысления очень важных для вас отношений. А в то время как Раху поощряет нас к действию и стремлению к материальным достижениям, Кету напоминает о важности духовного и внутреннего мира, и перемена узлов этих знаков становится подсказкой о том, в каких областях нашей жизни следует ожидать изменений и роста. Но очень важно помнить, что каждый из нас будет переживать эти изменения по-своему, в зависимости от индивидуального гороскопа и кармического пути. Исследование своей карты рождения и текущих астрологических транзитов может дать более глубокое понимание того, как эти энергии могут проиграться именно у вас и повлиять на вас. Давайте рассмотрим каждый знак зодиака, ориентируемся на асцендент, поскольку все события исходят из точки восхода. Мы также обратим внимание на знак Солнца, который дополняет общую картину, и не забывайте также обратить внимание на знак Луны. В целом, в моих прогнозах я уже сделала предварительную работу за вас, указав на приоритеты. Прислушайтесь, и все сложится самым лучшим образом. Помните, что знание – это сила, и обладая информацией, вы обладаете миром. Овны. Раху в вашем знаке подчеркнет ваше стремление к лидерству и независимости. Этот период будет отличаться активностью и драйвом, возможно, какие-то новые перспективы в карьере. Однако помните о балансе. Кету в весах в 7-м доме отношений напомнит о необходимости укрепить отношения и, конечно же, укрепить партнерство. Тельцы. Раху в Овне в 12-м доме для вас подсознательного может привести к тому, что вы будете более глубоко заниматься каким-то духовным развитием и самопознанием. Кету в весах в вашем 6-м доме работы и здоровья, конечно же, призывает к пересмотру каких-то рутинных привычек и поиску гармонии в вашей ежедневной жизни. Близнецы. Раху в Овне активизирует ваш 11-й дом друзей и социальных связей, что может усилить ваше общение и привести к новым знакомствам. Кету в весах в 5-м доме творчества призывает к отпусканию старых способов выражения себя и открытию новых форм самовыражения. Раки. С Раху в Овне в вашем 10-м доме карьеры и общественного положения период может стать временем активного профессионального роста. Кету в весах в вашем 4-м доме, это дом семьи, дома, самого дома, может привести к переосмыслению ваших корней и домашней жизни. Львы.
Раху в Овне активизирует 9-й дом мудрости и высшего образования, поддерживая поиск новых знаний, новых идей. Кету в Весах в 3-м доме общения и братьев и сестер напомнит о необходимости углубления отношений и проработки конфликтов в области общения. Девы, с Раху в Овне в вашем 8-м доме преобразования, это может быть время глубоких личных изменений, переосмысления. Кету в Весах во 2-м доме, это материальные ресурсы, подскажет о необходимости пересмотреть ваше отношение к финансам и вашим ценностям. Весы. Раху в Овне в вашем 7-м доме партнерство может привести к каким-то новым отношениям или, может быть, изменения в уже существующих отношениях. С Кету в вашем знаке вы можете столкнуться с потребностью отпустить старые образы себя и преобразоваться. Скорпионы, с Раху в Овне в 6-м доме работы и здоровья вас могут ожидать новые возможности или вызовы в области работы. Обязательно нужно обратить внимание на заботу о своем здоровье. Кету в Весах в вашем 12-м доме подсознательно напомнит о важности духовного развития и освобождения от прошлого. Стрельцы, с Раху в Овне в 5-м доме творчество, любви, ваше творческое самовыражение и романтические отношения могут получить новый импульс. Кету в Весах в 11-м доме друзей и групповых активностей призовет к пересмотру вашего места в социальных кругах. Козероги, Раху в Овне в вашем 4-м доме семьи и дома может внести изменения в домашнюю жизнь, в какие-то семейные отношения, а Кету в Весах в 10-м доме карьеры подтолкнет вас к переосмыслению своего профессионального пути. Водолеи, Раху в Овне в 3-м доме общения и братьев и сестер может стимулировать вас к обучению и какому-то обмену идеями. Кету в Весах в 9-м доме мудрости и путешествий вдохновит на духовный поиск и поиск более каких-то глубоких истин. Рыбы, с Раху в Овне во 2-м доме финансов и ценностей вы можете столкнуться с новыми какими-то возможностями для материального роста, а Кету в Весах в 8-м доме трансформаций напомнит о важности глубокого личного развития и переосмысления своих ценностей. Пока мы стоим на пороге такого значительного астрологического события, как переход кармических узлов Раху и Кету в новые знаки Овна и Весов, я хочу пожелать вам глубокого понимания и прозрения. Пусть эта транзитная энергия открывает в вас новые способности, вызывает переосмысление каких-то старых паттернов и стимулирует развитие на уровне души. Этот период может быть полон вызовов, но именно через них мы развиваемся и растем. Помните, что каждый опыт – это шанс научиться, исправить и преуспеть. Не бойтесь открываться новым идеям, новым людям, новым возможностям, которые могут появиться перед вами уже совсем скоро. Доверьтесь процессу и исследуйте со своими истинными устремлениями. Пусть ваше сердце будет вашим компасом, а вашей душе принадлежит судьба, а ум станет надежным союзником на пути к вершинам. На этом все. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, если видео было полезным, делитесь им с друзьями. Я вас всех обнимаю. Классного дня!